Ассоциация «Грибы» и грибники Калининградской области. Грибная банда представляет. Наступает весна. Всем привет! Мы на канале Грибная банда. Сегодня мы идем искать чашу эльфов. И заодно проверим старую бабушкину примету. Как только саркоцифа алая начинает идти массово, значит, пора идти за черемшой. Ну что, проверим? Аня молодец. И костюм взяла в цвет грибов. Вот первые. Пошли. Вот. Вот, ребята, она саргоцифа алая. Или чаша эльфов. Или бабушкины ушки. Самый первый весенний гриб. Кстати, Аня, у тебя и лак цвет грибов. Как вы так можете? Основательно подготовились. Не говори. Вот такой первый весенний гриб, ребята. Вот такой интересный. Вот такой. Он яркий, красивый. Первая точка такая. Обратите внимание, гриб сапрофит. И он растет на остатках деревьев. Ищите мох. Старые палки, заросшие. И вот она. Ее довольно-таки много. Такой вот симпатичный гриб. Смотрите. Самое главное, съедобный. Вот она такая красивая. Гриб сравнительно небольшой по своим размерам. Вот смотрите, сейчас поставлю ноготь большого пальца. Ну, приблизительно 3 ногтя. Ну, вот такой красивый. Маленький. Вот он чуть побольше. Выглядит, ребята, очень угрожающе. На уровне подсознания у человека чем ярче, тем ядовитее. Нет, ребята, это съедобный и довольно-таки вкусный гриб. Вот такой он красивый. Первый весенний гриб. Вот маленький, его брать не будем, маленький. Вот такой симпатичный гриб. На нашей площадке на Facebook совсем недавно мне задали вопрос. Скажите, а в Подмосковье она будет расти? Ну, видимо, подписчик группы с тех краев. Ребята, гриб уникален, растет на всех континентах, во всех лесах, кроме Антарктиды. В этом отношении он очень-очень хороший гриб. Единственное, что он как индикатор служит индикатором того, что насколько экологически чистый лес. Гриб никогда не будет расти возле дорог, никогда не будет расти в загрязненных участках леса. Вот такой симпатичный. Растет только в экологически чистых местах. В этом отношении он привереда. Ребят, растет как в смешанных лесах, так и в еловых. То бишь фактически повсеместно. Самый первый четкий гриб. Вот такой красавец. Еще раз, ребята, повторюсь. Гриб паразит сапрофит. И он растет преимущественно на остатках деревьев. Вот смотрите.
Вот просто остановился, куча валежника. И вот смотрите. Обалдеть, какая здоровая. Вот он. Вот он. Вот она какая вон там, вон большая. Вот она под листвой. Обалдеть. Фантастический сбор грибов. Ну что ж, будем подрезать. Вкусный гриб. Самое интересное, это самый первый весенний гриб. Вот он. И сегодня мы еще хотим проверить приметы, ребята. Есть такая бабушкина примета. Как только массово пошла саргассыфа, значит, массово должна, по крайней мере, начинаться черемша. Сейчас мы хотим это еще проверить. Съездим, посмотрим, насколько это правда. Вообще приметы бабушкины никто не отменял. И вот идет саргассыфа. Саргассыфом начинает идти массово, массово начинает идти черемша. Черемша отцветает, вернее, идет в цвет, начинает идти в цвет, начинает идти папоротник и так далее. Вот такой вот красивый гриб. Не бойтесь, ребята, гриб съедобный. Саргассыфа пошла массово. И это значит, в нашем регионе весна вступает в свои права. Это значит, поедем посмотрим черемшу. Не зря ее называют чашей эльфов. Вот такой красивый. А наша бандитка Аня сейчас поделится, как гриб можно приготовить. Аня, расскажи, пожалуйста. У меня один рецепт любимый приготовления этого гриба. Значит, мы его предварительно моем, отвариваем в подсоленой воде. Минут 12-15 отварили. Потом режем лучок, пассируем его до золотистого цвета. Туда добавляем отваренные грибочки и начинаем их жарить. Жарим мы их минут 15 также. А в это время делаем еще соус чесночный, кто любит грибы с чесночком. Очень вкусно. Значит, головку чеснока берем и давим его. Туда добавляем сливки. Все это перемешиваем и добавляем в наши грибочки. Все это немножечко еще протушиваем. И получается обалденно как вкусно. Советую всем попробовать. Не пожалеете. Я еще слышал рецепт для того, чтобы убрать жесткость гриба. Вместо отваривания его берут, замораживают. Вот такой симпатичный гриб, ребята. Смотрите, мы в лесу, наверное, минут 20-25. Вот смотрите. Вот такое. Сегодня будет классный ужин. Смотрите, вот такая она красивая. Расшифровать саргассыф очень просто, ребята. Находите поваленный хворост, находите поваленные деревья, что-нибудь такое, заросшее мхом, закиданное. Просто проводим эксперимент под листвой. Вот смотрите. Просто вот смотрите, вот она. Вот она сидит, красавица. Вот маленькая. Вот маленькая. Надо просто на валежнике ее искать.
Смотрите, валежник. Ищите. Набрать ее просто. Вот она, видите, какая она симпатичная. Вот такая вот. Маленькая, но симпатичная. Вот такой вот красивенький первый весенний грибок. На маленький мы заморачиваться не будем. Соберем тот, который достойного размера. Вот такими кучками он растет. Довольно-таки нормальными. Вот такой вот гриб, ребята. Очень красивый, очень яркий. И, говорят, очень вкусный. Ребята, мы чуть-чуть передвинулись, поменяли дислокацию. И вот смотрите, все-таки бабушкины приметы работают. Пошла саргасцифа, и вот лезет черемша. Причем лезет ее в таком количестве лезет. Вот эти, будем говорить так, напоминающие зеленый лук ростки, это и есть черемша. Она сплошной щетиной, даже вот не перемещаясь. Следите за жизнью грибной банды. И на следующей неделе мы вам покажем ролик, как черемшу собирать профессионально. Тут есть свои тоже секретики. Вот смотрите, ее сколько. Она щетиной. Если бы можно было бы передавать запахи, вы не представляете, такой твердый, чесночный, вернее, жесткий чесночный запах. Обалдеть. Весна набирает свои обороты. Ребята, смотрите, 22 февраля 22 года мы уже массово собираем грибы, первые весенние грибы, и уже нашли первые витаминки. Правда, они еще только лезут, но через неделю мы вам сделаем обалденное видео. Вот в бок посмотрел. Смотрите, вот она щетина. Она стоит вот сплошной щетиной. Ее ну миллион. Скоро ее будет очень много. Буквально через неделю, я уверен, мы ее уже будем собирать. Спасибо, ребята, что досмотрели наше видео до конца. Спасибо, что следите за жизнью нашей банды.